Всем доброго времени суток, дорогие любители электротранспорта. Сегодня компания Skyboard попытается вас удивить. С вами, как всегда, Андрей, Евгений. И сейчас встречайте абсолютно новая эксклюзивная модель. Погнали! Только сегодня мы хотели взять выходной, но внезапно позвонил Андрей Николаев. Андрей, привет. Это руководитель компании Skyboard, я думаю, многие его прекрасно знают. И сказал: парни, собирайтесь, есть супер крутая огненная эксклюзивная модель. Бегите, снимайте обзор, потому что мы хотим порадовать наших клиентов. Собственно, вот эта модель, давайте о ней поговорим немножко поподробнее. Сразу хочу пояснить, что эта модель предсерийная. Не обращайте особого внимания на какие-то внешние недочеты и на какие-то детали, такие как фара, поворотники и так далее. Это все будет заменено на уже полюбившиеся вам девайсы. С виду эта модель напоминает наш PR Chopper Trike. Посмотрите, спереди узкое колесо, сзади два колеса. Но за одним, я бы сказал, даже за двумя, даже за тремя, четырьмя, пятерьмя большими отличиями. Но не будем торопиться. Смотрим спереди. Двойная вилка, как и везде. Узкое колесо, как на наших моделях серии Chopper. Не будем заморачиваться по поводу спидометров, по поводу тормозов. Это все поменяется на прозрачные тормозные бачки и на все вот эти вот классные штуки. Поговорим немножко о батарее. Батарея здесь, как всегда, оригинальная, 20-амперная, 60-вольтная, что позволяет нам проехать на ней. Об этом немножко попозже или, может быть, в следующих видео. Ну и теперь пойдем назад к самым интересным частям. Самая вкуснятина, как всегда, сзади. Как я уже говорил, не обращайте внимания на сварные швы, не обращайте внимания на коски на крыльях. Это не важно сейчас. Сейчас мы будем разговаривать о новейшей независимой подвеске. Посмотрите на угол колес. Видите, казалось бы, что он поломанный, но нет, именно так и надо. Давайте пройдемся по технической части, а потом немножко расскажем вам уже об основном принципе действия и о всех ощущениях от езды на этом трехколесном байке. Давайте пойдем отсюда. Смотрите, здесь очень серьезная, мощная, прочная рама. Для чего это сделано? Для того, чтобы все нагрузки, которые приходятся на этот байк, особенно на заднюю часть, не принесли никакого вреда нашей раме. Как всегда, амортизаторы регулируемые, газомасляные. Здесь мы можем добавить воздух, манометром отрегулировать давление в обеих стойках и выставить его так, как нам нравится. И также это регулируется еще и вот этими вот гайками. Теперь посмотрим сюда. Здесь мы видим такую вот поперечную стойку. Кстати, пружина также регулируется при помощи вот этой вот гайки. Мы делаем ее жестче или мягче. И, собственно, теперь смотрите, для чего все это. Берем наш байк. Оп. И переворачиваем в эту сторону. Это, собственно, что хотелось бы сказать о независимой подвеске. Мы уже покатались на нем, и я хочу сказать, что когда ты катаешься на этом трехколесном байке, у тебя остается ощущение, что ты катаешься на двухколесном. Маневренность улучшена просто в десятки раз. За счет вот этой вот системы мы можем уменьшить наш радиус разворота в несколько раз. Также, когда мы наезжаем на кое-какие препятствия, мы этого абсолютно не чувствуем, потому что задняя часть приподнимается, поворачивается, а мы же, ездаки, мы остаемся в нашей статичной позиции. Вот, немножко хотелось бы поговорить о еще интересных вещах, которые нас ждут на этом байке. Посмотрите сюда. Здесь у нас предусмотрено универсальное крепление для нескольких видов допников, таких как, например, пластиковый большой багажник, или же металлическая сетка, или сиденье для второго райдера, точнее для вашего пассажира. Теперь настало время поговорить о сердце этого байка, а именно о моторе. Но здесь их два. В отличие от других байков трехколесной серии, мы помним, да, с вами, что сзади было установлено два широких больших колеса, соединенных редуктором, и мотор располагался вот здесь. Но здесь два мотор-колеса по 2000 Вт каждое колесо. Соответственно,
Суммарная мощность у нас составляет 4000 Вт. Мы уже в этом убедились, катаясь по всяким подъемам, но мы вам еще это покажем. Мы прокатимся вместе с вами и расскажем о всей этой мощности, попытаемся передать наши впечатления и ощущения. Два мотор-колеса работают одновременно. Это все у нас идет через контроллер, и контроллер задает необходимые параметры для синхронной работы колес. И как всегда на наших электроскутерах от компании Skyboard установлена профессиональная дисковая тормозная гидравлическая система. Господи, как много прилагательных, подумаете вы, но все эти прилагательные упрощают вашу жизнь и добавляют вам безопасности. Еще раз напоминаю, что это пресс-серийная модель, много чего поменяем, поэтому мы не будем вам рассказывать о фарах, поворотниках и тому подобное. Мы просто хотим вам передать ощущения и рассказать главную идею, чтобы вы, дорогие зрители, уже задумались о том, насколько этот байк хорош. Честно скажу, пока что он один из моих лидеров, потому что я уже покатался, я уже действительно под впечатлением. Ну а сейчас настало время задать ему реальную трепку и испытать по самым разным дорогам. Да разве эти места вообще можно назвать дорогами? Сейчас мы на нем прокатимся, и вы все увидите своими глазами. Поехали! Well, I need a dollar, that's what I need. Said I need a dollar, that's what I need. And if I share with you my story, would you share your dollar with me? Bad times are coming and I reap what I done sowed. Well, let me tell you something, all that glitters ain't gold. А сейчас настало время для настоящего испытания. Посмотрите вот на эту дорогу. Она разбитая, очень резкий подъем, но для этого байка это не будет никакой проблемой. Давайте медленно поедем, и я вам расскажу, что я чувствую и к чему нужно быть готовым вам. Ну, во-первых, тащит он здраво. Во-вторых, хочу остановиться здесь и кое-что добавить. Посмотрите, сейчас байк стоит на 3 разных точках опоры. То есть переднее колесо у нас вверху. Заднее левое и заднее правое колесо, они на каком уровне? Я просто не вижу. Они совсем на разных. Они на разных уровнях, подсказывает мне Евгений. Вот так. Сейчас посмотрим. Ага. Значит, левое колесо у нас ниже, в яме, да? А правое колесо у нас на кочке. Но я этого совсем не чувствую за счет этой подвески. Посмотрите, я могу вот так вот качаться, но когда я еду, вся наша амортизационная система делает это за меня. То есть баланс отличный. Да, попробуй тронуться. Главное вовремя отпустить тормоза и дать газу. Так, ну трогается он очень резко. Я думаю, что мой оператор не поспевает, да? Давай, погнали. Вот мы и наверху. Легко мы заехали сюда. Теперь нужно спускаться, посмотреть, как он ведет себя на спуске. Кстати, я думаю, что надо поставить первую скорость. Он очень резкий, мы об этом вам еще расскажем и покажем. По таким дорогам лучше не гонять, даже на таком байке. Да, у нас регулируемая скорость, мы можем поставить 3 скорости, но пока будем использовать только первую. Поехали вниз. Сейчас еду на задних тормозах, сейчас еду на передних тормозах, но по привычке использую оба тормоза, когда у нас вот такой спуск. Оп, оп. Кстати, мне действительно нравится ощущение от езды на тонких колесах и от того, что на этом трехколеснике у нас реализована эта функция. Это очень интересно, ощущения какие-то непередаваемые. Такое ощущение, что ты едешь на двухколесном байке. Я уже вроде как говорил в наших обзорах, что я предпочитаю двухколесную технику, трехколесную, но здесь все это просто слито воедино. И я прям в восторге от катания, и мне прям очень-очень нравится. Эта канава действительно глубокая, но посмотрим. Готов? Готов. Да. Давайте я прям в нее заеду вот так вот, остановлюсь и скажу, что вот так вот, смотря прямо, я ничего не чувствую. Я просто чувствую, что моя правая нога сейчас вытянута практически максимально.
Но именно по байку я как стоял ровно, так и стою. Давайте тронемся и поедем. И прям попробуем, может, проскочить по этой канаве. Честно, я не знаю, как это смотрелось сзади, но мне показалось, что ничего особенного не произошло. Я попал вообще в канаву? Конечно, давай с другой стороны. Ну давай с этой стороны. Ну и сейчас проскочим другой стороной, чтобы было уже точно понятно. Попробую медленно. Я честно не знаю, видно или нет, но по ощущениям опять же ничего не произошло. И это странно и интересно. Ну а теперь давайте перейдем к испытанию скоростью. Well, I need a dollar, that's what I need. Said I need a dollar, that's what I need. Well, I need a dollar, that's what I need. And if I share with you my story, would you share your dollar with me? Come on, share your dollar with me. Go ahead, share your dollar with me. Come on, share your dollar. Give me your dollar, share your dollar with me. Come on, share your dollar with me. Нашли взлетно-посадочную полосу для того, чтобы провести наш скоростной тест. Включим наш GPS. Снимаем одним дублем. Вот GPS. Здесь у нас потом покажется максимальная скорость. Выпала техника. Это пакет от GoPro стабилизирующий. Ну ладно, мы починили. Так, вот здесь у нас покажется максимальная скорость. Я убираю телефон в карман и посмотрим, на что он способен. Пока я застегиваю шлем, включается музыка. Проверяем, нет ли машин. Погнали! Ух ты! Ну что, старт у него, конечно, резвый. Да и валит он нехило. Перекресток. Разгоняемся. Так, а там грузовик. Ладно, остановимся и посмотрим, какую скорость же мы развили сейчас. Но по ощущениям было очень быстро. Это было реально быстро. Посмотрим. Так, не знаю, видно или нет, 56 км в час. Вот после вот таких вот наших покатушек мы можем уже сделать кое-какие выводы по данной модели. Это модель от компании Skyboard, Trike Chopper. И как сейчас модно называть модели без имени XX. Дальше уже придумаем название. Что хотелось бы сказать. Очень маневренный и по принципу управления напоминает двухколесный. То есть ты поворачиваешь даже не то, что с помощью руля, а с помощью баланса тела. Это действительно достаточно. Мы смогли разогнать его до скорости 56 км в час. Я еще раз напоминаю, что это предсерийная модель после некоторых доработок, а которые будут обязательно. Я уверен, что он может разогнаться даже еще быстрее. Независимая подвеска — это сразу плюс 100-500 к вашей маневренности. Никаких неровностей на дороге вы просто не чувствуете. Даже если ваши задние колеса встанут вот так, вы сохраняете баланс полностью, ваш мотоцикл не наклоняется, вы спокойно себе едете. В общем, что я хочу сказать, это одна из моих самых любимых моделей из серии трехколесных скутеров от компании Skyboard. Также, кстати, не забывайте писать нам комментарии, и в ваших же комментариях пишите о том, что бы вы хотели улучшить, добавить или убрать на данной модели. Что ж, скоро этот красавец поступит в продажу. Ну а мы хотим сказать вам до свидания.